72 часа автономной работы вместе с кейсом, и это просто космос. Наушники оснащены 8-миллиметровыми динамическими излучателями с двойным магнитом. На борту влагозащита, шумоподавление CVC, сенсорное управление тапами, беспроводная зарядка, удобная панель заряда внутри кейса в цифрах, топовый звук, разумеется, это же ТРН, эргономичная удобная форма для комфортной посадки в ухе и неброский внешний вид. Есть регулировка громкости с ушей, что немаловажно, автоматически они подключаются с ранее сопряженным устройством без проблем. Эти наушники адаптированы под аудиофилов. Интересно, что же нас ожидает? Сейчас все расскажу. Tube 926, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, обзоры максимально краткие, информативные, я ценю ваше время, вы поддерживаете меня лайком и колоколом. Раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому видео разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии на стриме онлайн. Плюс еще конкурсы, все всегда в описании. А теперь кратко о беспроводных наушниках TRN T300. И под распаковку напоминаю, что буквально 2 дня назад я выгрузил топ-10 новых вкладышей 2021 года. Почти все из 2021, есть, конечно, и старенькие, но в основном топы. И на канале несколько топов наушников дороже $100 тоже есть, так что смотрим, оцениваем и решаем для себя, что лучше, что стоит посмотреть в магазине. Коробка пришла практически без повреждений. Оформление минималистичное, на коробке есть изображение наушников, наименование производителя и модели. Никаких спеков, только информация о поставке и то на китайском языке. В комплект входит немаленький зарядный бокс, наушники, кабель для зарядки USB Type-C, запасная пара амбушюр на размер больше и меньше, а среднего размера уже стоят на самих наушниках. И последнее — руководство по использованию на китайском и хорошо на английском. Никаких резких и неприятных запахов нет, и это радует. Редкое явление в китайских девайсах. Даже у топовых брендов обычно бывает запах клея. Здесь его нет. Летим дальше. В продаже имеются только в черном цвете наушники. Зарядный кейс изготовлен полностью из матового пластика с глянцевыми текстурированными вставками на крышке, и сама крышка при этом полупрозрачная. Форму имеет овальную, габариты не маленькие, 68 на 42 на 36 мм. Бокс довольно громоздкий, весит бокс без наушников 50 граммов. В кармане, конечно, поместится, но ощущаться будет, особенно если карманы компактных размеров. Тактильно приятный, при этом скользкий. На раз-два улетит к ногам, когда будете его доставать. Не марки, хотя повреждения мелкие и царапины быстро собирает. Хоть изначально их не сильно заметно, но в конце концов опрятный вид потеряет скоротечно, где-то за неделю. В корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, никаких индикаторов и кнопок, только информация на нижней части о модели на английском и наименование компании на крышке. Качество сборки в целом хорошее, но люфт у крышки есть в любом положении, что портит общую картину. Крышка в открытом положении фиксируется лишь за счет перевеса назад, поэтому если их наклонить вперед, она благополучно захлопнется. Открыть одной рукой тяжело, но ничего невозможного в принципе нет. Внутри нас ожидает в стандартном формате 2 глянцевых места горизонтального расположения с 3 контактами для зарядки наушников в каждом. Около каждого места есть обозначение, под какой наушник имеет именно выделено пространство, левый или правый, а между ними есть индикатор в виде электронной панели, на которой виден заряд каждого наушника в виде батареек, рядом с которыми опять же таки подсвечивается, какой наушник с какой стороны. И вот фейл, у меня индикатор левого наушника еле горит. Если у вас по-другому, то пишите в комментариях. В принципе, здесь основной упор всегда на звук, это ТРН. К сожалению, даже внешне мне бокс лично не нравится, думаю, как и вам. Числом в процентах предоставлен актуальный заряд кейса, наушники в боксе не совсем хорошо примагничены, и при тряске закрытого кейса слышно, как они трясутся внутри. Если кейс открыть и перевернуть, то уши не выпадают, а вот при встряхивании улетают прямиком на землю. Хлопок при закрытии незначительный, емкость аккумулятора составляет бодрых 600 мАч, с 0 до сотки полностью он заряжается за 1 час 35 минут, беспроводная зарядка есть, и в руководстве по использованию указано, что заряжаться от нее бокс будет на час больше. У меня через беспроводную зарядку за 20 минут нагоняет 10%. Быструю забыли положить. Наушники от бокса можно перезарядить 4 раза точно, и это достаточно с их автономностью, ведь производителем заявлено 72 часа автономной работы гарнитуры вместе с кейсом. Саморазряд, к сожалению, в наличии, но он незначительный. Сам производитель оповещает о том, что в режиме ожидания проживет все это дело 180 часов. Переходим к наушникам. Изготовлены они полностью из матового пластика, идентичного кейсу, который мне не особо нравится. Эргономичная форма с дизайнерским решением под названием «Ничего лишнего». Выглядит хорошо, ничего не бросается в глаза. Габариты небольшие и не маленькие, средние, вы их видите сейчас на экране. А вес одного наушника с амбушюрой 5 граммов. Сидеть в ухе должны они достаточно комфортно, но у меня сели не особо хорошо. Хоть и при продолжительном непрерывном использовании нет чувства сильного дискомфорта. При активных физических упражнениях не вылетают, звуковод приемлемых размеров, не громадный, все место в длину в ушном канале не займет, как, например, Moondrop Sparks. Вы помните обзор, на который вы можете посмотреть
посмотреть по ссылке в описании в правом верхнем углу. Уверен, таких размеров звуковода вы еще не встречали. Я, хотя тестировал около 400 пар наушников, даже не подозревал, что такие бывают, до того, как не потестить Mondrop. На корпусе каждого наушника T300 расположено по 3 углубленных контакта для зарядки, так что придется постоянно чистить их. Далее микрофон с шумоподавлением CVC, светодиодный индикатор, который при проигрывании не светится, и по центру внешней стороны расположена сенсорная панель управления тапами, на которой также есть изображение логотипа компании. Из тапов завезли воспроизведение пауза, перезагрузка, регулировка громкости, для этого нужно сделать 4 касания, что не особо удобно, вызов голосового помощника, управление вызовами и переключение треков. Тапы срабатывают хорошо, на подушку не реагируют, так что если вы любитель поспать в наушниках, тут вам зеленый свет, если они вам мешать не будут. Оснащены они 8-миллиметровыми динамическими излучателями с двойным магнитом, также двумя арматурными излучателями 30019 и чипом Qualcomm-овским 3046. Шумоподавление только пассивное, поэтому, как всегда, советую правильно научиться подбирать амбушюры, да и для звучания это важно. Режима прозрачности нет, заряд наушников с шторки виден, по одному наушники работают, переподключаются с задержкой на голосовое уведомление об активации, мультипоинта на борту нет, как и сенсоров приближения. Емкость аккумулятора каждого наушника 30 мАч. Полный цикл зарядки 1 час 25 минут. На 50% громкости в сопряжении с iPhone 11 Pro Max отыграли у меня 4 часа 10 минут до полного обнуления. На 100% громкости сядут, к сожалению, в 2 раза быстрее. Защита от пыли и брызг IPX5, купаться в них не стоит, можно только прогуляться под дождем по Петербургу, который уже погрузился в пасмурную погоду, или попотеть на тренировке. Мои тесты с водой никак не сказались на их работоспособности и никак не сказались на их звучании, но делать так нельзя. Приложение к этим ушам пока не сделали, я не думаю, что сделают. Bluetooth версия 5.2, чтобы подключить их к смартфону, достаточно просто открыть кейс и в настройках Bluetooth на устройстве найти наименование T300. Нажимаем, готово. Из кодеков есть aptX, AAC и SBC. Через стену фризов не ловят и, естественно, не отваливаются. Задержки на YouTube незаметны, в игре PUBG есть и чувствуются. Примеры вы сейчас увидите. Микрофоны у этих наушников совершенно не годятся для использования, лично по моему мнению, как и в принципе почти во всех наушниках такой формы. Речь кашей и зажеванная. Эти наушники для прослушивания, но не для разговоров. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов TRN T300. В чем их особенность? В том, что торчат они довольно сильно. Микрофоны, я не верю, что у них нормальные. Это примерно как КЗшки. Они делают хороший звук, но они собирают довольно странного формы наушники, которые не всем подойдут. Плюс в такой форме наушников очень редко встречаются хорошие микрофоны. Я думаю, как бибикала машинка, вы слышали лучше, чем меня, даже чем сейчас меня. Что бы еще хотелось добавить, что от этих наушников ждать хороших микрофонов даже в помещении, по мне, в каком-то смысле не стоит. Это китайцы, они рассчитаны на аудиофилов больше, они рассчитаны на сарафанное радио. То есть вы сегодня покупаете КЗшные проводные, после этого КЗшные беспроводные и понимаете, что у них более-менее натуральный звук. Да, там запихивают еще арматурные драйверы, да, они пытаются химичить, но кто сказал, что у них хоть раз это не получалось? То, что вот эти все бренды, которые рассчитаны на аудиофилов, они в принципе всегда делают все неплохо. Мне не нравится их пластик, мне не особо нравится их посадка, более-менее нравится их внешний вид. Но если их покупают, а их покупают, эти наушники уже как полгода на рынке, отзывы о них только хорошие, опять же, исключительно потому, что народ покупает уши из-за звука.
имеют право на жизнь. А как работают микрофоны, вы уже слышали. Звучание отличное, светлое, объемное, сбалансированное и детализированное по максимуму, что может быть у затычек. Частоты не перепрыгивают друг на друга, бас не пытается сделать из перепонки отбивную. Можно сказать, что бас здесь легкий и ненавязчивый, хотя средний бас в наличии. Вокал отыгрывают весьма естественно. Средние частоты чистые, не резкие, не обрезаны. Высокие и низкие частоты не отягощают прослушивание. В совокупности все играет комфортно, и даже после длительного прослушивания не появляется утомление от звука. Если слушать в пределах нормы громкости, ее тут с головой хватает, с запасом она. Лично мне на 70% сделать громче не хотелось даже через 2,5 часа. И это одни из тех наушников, которые я, скорее всего, по звуку буду сравнивать с 4-ми Соньками, которые я приобрел, и за которые все топят. И звук там, ну, не намного он лучше. Вот в чем печаль, а стоимость в несколько раз выше. Но об этом уже в обзоре на Соньки, потому что я подберу сразу несколько пар наушников, притом, наверное, пары-две будут звучать лучше, чем Sony в стоке, и стоить будут в несколько раз дешевле. Посмотрим, что скажут аудиофилы. Из минусов это автономность, она уступает даже бюджетным наушникам QCY T13, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в описании в правом верхнем углу, так как звук там тоже не так уж и плох, и цена не кусается. Далее нет сенсоров приближения, полного набора кодеков тоже нет, приложение не завезли, как и мультипоинта, хотя за такую сумму могли бы. Также нет активного шумоподавления и режима прозрачности. Если во вкладышах это не важно, то для затычек это уже неотъемлемая необходимость. Габариты девайса великоваты, задержки в играх чувствуются, бокс внешне вообще печальный. Цена в районе $60 по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Кстати, я их, по-моему, умудрился купить на распродаже в районе 30-ки. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно это дело все скину, и вы сможете их купить, если захотите. Или что-либо другое, не менее выгодное, не менее хорошее. Резюмирую, в своем ценовом сегменте звучание у этих ушей топовое, это однозначно. Понятно, что это сделано больше под аудиофилов. Автономность слегка слабовата, но с кейсом выходит очень даже прилично. За тучей минусов скрывается просто великолепный звук, приятный вашим ушам. Но стоит учитывать их форму и как они сядут, так как у меня недостаточно комфортно ощущались они по расположению в ухе, а у меня уши средние, максимально средние, как будто слепок, который я в Китае купил под демонстрацию слуховых аппаратов. Вот у меня точно такое же ухо. Не забываем подписываться на канал с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить для обзора, обязательно куплю. Смотрите обзоры телефонов на лайв-канале, я их делаю редко, но метко. По 30 минут с примерами видео, FPS и всего по максимуму. Думаю, вам будет интересно. Приходите на стримы, девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.